Здравствуйте, друзья! Есть растения, которые выглядят декоративно в течение всего года, но особенно они привлекают внимание в холодный сезон, полыхая на фоне заснеженного сада гроздями алых плодов. Это видео про неприхотливый вечно зеленый кустарник, который удивит вас своей красотой и пластичностью. Речь пойдет про пироканту. Данная культура – настоящее яркое украшение сада в течение долгих месяцев. К тому же с ее помощью вы сможете решить сразу несколько задач по оформлению и зонированию вашего участка. Несмотря на то, что этот эффектный кустарник мало знаком садоводам-любителям, профессиональные ландшафтные озеленители оценили его по достоинству. Пироканту есть за что любить. Она поразительно пластичная, декоративна круглый год, засухоустойчивая и неприхотливая. Из ее зарослей можно создать великолепную, непролазную живую изгородь, которая оградит и одновременно украсит вашу территорию. Цветение пироканты очень обильное. В мае-июне ветки чуть ли не по всей длине покрываются многочисленными мелкими белыми цветочками. Они собраны в густые соцветия диаметром до 8 см. Этот универсальный кустарник считается хорошим медоносом. Цветы пироканты привлекают сад пчел и бабочек. Чтобы кусты обильно цвели и давали множество ярких декоративных плодов, саженцы лучше высаживать на самое солнечное место, без сквозняков. Для выращивания в средней полосе больше всего подойдет один из наиболее зимостойких видов – пироканта ярко-красная. Она выдерживает морозы до минус 20 градусов. Но селекционеры сумели вывести и более выносливые декоративные гибриды с приживаемостью в 5-й климатической зоне. К таким сортам относятся пироканта с оранжевыми ягодами Firelight, желтоплодный сорт Толейдо, темно-оранжевый Рио, темно-красные сорта Кунтай и Red Column. Также популярная оранжевая пироканта Orange Glow, ярко-красный сорт Red Star и другие. Все эти растения способны выдерживать морозы до минус 20, минус 28 градусов. Но есть и более адаптированные к морозам растения, которые способны зимовать с укрытием даже в 4-й климатической зоне. К таким относятся гибриды Teton, Orange Charmer, что в переводе означает оранжевый чародей, Mojave и Red Cushion. При покупке саженцев уточняйте, в каком питомнике они были выращены. Лучше всего приобретать уже адаптированные растения в местных питомниках. Учтите, что приобретенные южные сорта или завезенные растения с теплых стран в средней полосе навряд ли станут зимовать. Кстати, любителям необычных экзотических растений более холодных регионов можно порекомендовать выращивать пироканту в контейнере. Из нее получаются очень красивые формы, оригинальные композиции и даже бонсай. С помощью кустов пироканты вы легко создадите самые неординарные, привлекающие внимание садовые формы. Пироканта отлично поддается стрижке. Более того, это растение относится к достаточно неприхотливым и засухоустойчивым. Из него можно вырастить плотные садовые ширмы. Из пироканты также получаются эффектные, яркие вертикали. Ветки кустарника, благодаря наличию шипов, способны цепляться за любую опору. Подобные вечнозеленые заросли станут красивым украшением садовых арок и пергов. Но даже отдельно посаженный куст с легкостью украсит ваш сад, особенно в период цветения и когда начнут окрашиваться ее яркие плоды. Пироканта невероятно эффектна в осеннее и зимнее время. Ее многочисленные глянцевые ягодки чем-то похожи на гирлянды, которые густо разветвили на ветвях. Чтобы придать саженцам более компактный и аккуратный вид или задуманную вами фигуру, их необходимо стричь уже с раннего возраста. Молодым растениям также понадобится опора, особенно если вы собираетесь формировать свою пироканту. Более взрослым растениям с толстыми, одревесневшими ветками подпорки уже не нужны, так как они самостоятельно удерживают свою крону, даже без подвязки к специальной опоре. Из кустов пироканты можно создать разные пластичные формы, например, геометрическую фигуру или причудливую композицию в виде животного. Посаженные в ряд растения
с плотной густой кроной и шипами послужат отличной заменой забора. Через такое колючее препятствие не осмелятся пробраться даже местные бродячие животные. Из саженцев пироканты со временем можно вырастить красивую плотную стену или пышный бордюр. Для подобных идей всегда подбирайте соответствующие сорта, так как есть низкорослые, более компактные кустарники и высокорослые, высотой до 6 метров. Пироканта – это одно из немногих растений, с помощью которой можно легко преобразить зимний сад. Ее яркие ягоды, полыхающие на фоне белого снега, выглядят очень эффектно и весьма необычно. Плоды пироканты вполне съедобные, но для людей пищевой ценности не имеют. Чего нельзя сказать про пернатых. Птицы не прочь ими полакомиться, особенно холодной зимой. Мелкие ягоды очень похожи на миниатюрные яблочки. Из-за такого сходства пироканту даже какое-то время причисляли к подсемейству яблоневые. Очень эффектное сочетание рядом высаженных разных сортов с желтыми, оранжевыми и красными плодами. Пироканта имеет раскидистую или прямо растущую крону, состоящую из плотной, вечно зеленой листвы. В зависимости от сорта ее высота может составлять от 1 до 6 метров. На побегах имеются длинные шипы. Интересно, что свое название растение получило от 2 греческих слов – огонь и колючка. Недаром пироканту в народе еще называют огненный шип. Колючки составляют в длину около 2,5 см, хотя они достаточно редко расположены на ветках, но при работе с кустами стоит быть аккуратными. Обрезку пироканты следует проводить в очень прочных перчатках. Этот красивый кустарник ценится своей пластичностью и высокой декоративностью. Весной покрывается множеством белых щитковидных соцветий. Цветение настолько обильное, что из-за цветов порой не видно даже листвы. По окончанию цветения на ветках завязываются многочисленные мелкие плоды, которые остаются висеть на кустах вплоть до цветения следующего сезона. Пироканту очень ценят в садоводстве за ее редкую долгоиграющую красоту, неприхотливость и универсальность. Ветки очень пластичные и отлично поддаются формировке. С помощью стрижки и направляющих опор из пироканты можно создать самые интересные садовые композиции и неваки. Если же у вас нет желания этим заниматься, куст может расти и не стриженным. Главное, посадите его на солнечном месте. Пироканта редко поражается вредителями и болезнями. Ее вам также не потребуется часто удобрять и поливать. Такое растение вполне подойдет даже начинающим садоводам. Однако в холодных регионах, особенно молодые саженцы, на зиму потребуется укрывать. Благодаря своей долгоиграющей красоте и неприхотливости, пироканту также удобно использовать для городского озеленения. Эта декоративная культура не требовательна к составу почвы, хотя предпочитает питательный грунт с нейтральной реакцией. Стоит учесть, что пироканта не выносит постоянное переувлажнение, поэтому участки с высоким залеганием грунтовых вод ей не подходят. Часто поливать это растение нет необходимости, так как чрезмерная влажность может стать причиной развития фитофтороза. Пироканта будет красиво смотреться в групповой посадке и сама по себе. Ее кусты создадут красивый фон для других декоративных культур и цветов. Кстати, ее густооплиственная крона в нижней части не оголяется и имеет красивый вид сверху донизу. С помощью пироканты можно оградить свою территорию и создать эффектные высокие вертикали. Если вы решите украсить этим растением стены садовых построек или своего дома, выбирайте южное расположение. Для размножения пироканты используют метод укоренения боковых ветвей, черенкования и посев семян. Однако для сохранения сортовых качеств последний метод не очень подходит, так как сеянцы могут не повторить качество материнского куста. К тому же цвести они начнут намного позже. Если же вы захотите выращивать пироканту как комнатную горшечную культуру, предоставьте ей в холодный сезон период покоя. Зимой растение содержат в светлом помещении с температурой около плюс 10, плюс 15 градусов. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом. Выращиваете ли вы пироканту в своем саду?
Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.